Знаменитая серия фильмов «Кошмар на улице Вязов», наверное, известна примерно так 99% любителей кино. Можно совершенно по-разному относиться к этой кинофраншизе. Кто-то ее обожает и считает самую первую часть лучшим фильмом ужасов из существующих. Кто-то на дух не переносит эту серию фильмов и не видит в ней абсолютно ничего интересного. Каким бы ни было отношение людей к этому произведению киноискусства, невозможно отрицать тот факт, что данная серия фильмов является культовой, а ее первая часть, вышедшая на экраны в 1984 году, считается одной из самых значимых картин в жанре ужасов. Лично я отношусь к этой серии фильмов в общем и целом сдержанно, с уклоном в положительную сторону, если говорить именно про сами фильмы. Но вот главного антагониста этой серии, Фредди Крюгера, я считаю, пожалуй, самым лучшим и запоминающимся злодеем в истории кинематографа. Если кто-то из вас забыл или не знал самой основной его отличительной особенности, я напомню. Фредди Крюгер является весьма необычным маньяком не только из-за своего примечательного и запоминающегося внешнего вида, а также необычного орудия убийства в виде перчатки с металлическими лезвиями на концах его пальцев. Основной же изюминкой данного харизматичного кинозлодея является то, что он охотится на своих жертв в их кошмарных снах, а не в реальности. Но вот самое страшное в этой ситуации – это то, что если Фредди лишит жизни свою жертву в ее сне, она умрет и в реальной жизни. Несмотря на то, что история о похождениях знаменитого маньяка из «Ночных кошмаров» является невероятно популярной, далеко не все зрители и даже фанаты серии знают кое-какой любопытный факт, касающийся ее создания. Пишите в комментариях, кто из вас на самом деле был в курсе того, что Уэс Крейвен, режиссер «Кошмара на улице Вязов», при написании сценария к этому фильму вдохновлялся историей, произошедшей в реальной жизни. Вот как бывает. Фильм ужасов, который на первый взгляд не может иметь с реальностью абсолютно ничего общего, на самом деле вдохновлен довольно жуткой и не до конца объясненной историей, произошедшей в реальности. Источником вдохновения для Крейвена стала статья из Лос-Анджелес Таймс, опубликованная в 1981 году. В ней рассказывалось про таинственные и необъяснимые случаи смертей молодых беженцев из Юго-Восточной Азии. Жутковатой эту историю делает тот факт, что все эти молодые люди умирали во сне без видимых на то причин. По словам свидетелей, они кричали, не приходя в сознание, а потом умирали. Сам Крейвен упоминал, что из этой статьи он узнал о том, что некий ребенок-беженец из Камбоджи боялся спать из-за страха, что его убьют во сне, и он никогда не проснется. Когда он наконец уснул, его родители подумали, что проблемы исчезли. Посреди ночи они услышали крики. Когда они добрались до его комнаты, он уже был мертв. Ребенок умер во время кошмара. Вскрытие показало, что все умершие были физически здоровыми, а их сердца были абсолютно нормальными и без видимых дефектов. На тот момент причину их смерти найти не удалось, из-за чего эти случаи представали в глазах общественности чуть ли не мистическими. Жути всему происходящему добавляло то, что такие внезапные ночные смерти были далеко не единичными. Некоторые источники информации утверждают, что только зарегистрированных случаев таких смертей было больше сотни. Как правило, от этого необъяснимого явления умирали мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Еще большинство из них были выходцами из этнической группы хмонг. В конце 70-х и начале 80-х годов прошлого столетия очень большое количество представителей этого этноса бежали из Лаоса. Дело в том, что ЦРУ вербовало хмонгов для борьбы с северо-вьетнамскими солдатами во время войны во Вьетнаме. По имеющейся информации, примерно около 30 тысяч хмонгов боролись против коммунизма на стороне США. После окончания войны в 1975 году Лаос стал коммунистической страной, и ее руководство считало хмонгов предателями за их помощь Америке. Тем, кто смог выжить, пришлось бежать в Таиланд или США. Само собой, там их не ждал рай на земле, и они жили в условиях бедности и постоянного стресса. В конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века газета LA Times напечатала истории с такими заголовками, как «Таинственная смертельная болезнь, поражающая мужчин-хмонгов» и «Необъяснимые ночные смерти азиатских мужчин». 47-летний Йон Глен Ктао, иммигрант из Лаоса, вместе с семьей переехал в США из Таиланда, где они сначала находились в лагере для беженцев. Он внезапно умер во сне. Это был 13-й случай смерти хмонга во сне, зарегистрированный с 1978 года.
Медики не могли назвать точную причину смерти. Многие местные жители выдвинули предположение, что всему виной были нервно-паралитические вещества, под действие которых беженцы могли попасть во время войны. В этом случае специалисты пришли к выводу о том, что эти предположения беспочвенны, так как нервно-паралитический газ не может убить человека через такое продолжительное время после контакта и именно во время сна. К тому же умирали именно мужчины. А нервно-паралитические газы действуют на всех одинаково, вне зависимости от половой принадлежности. В декабре 1981 года Центр по контролю заболеваний опубликовал доклад, где подробно описывали случаи внезапных и неожиданных смертей во сне, преимущественно среди молодых мужчин-беженцев из Юго-Восточной Азии. 33 умерших были из Лаоса, 4 из Вьетнама и 1 из Камбоджи. По всем признакам эти смерти были вызваны аритмией, но механизм, лежащий в основе этого явления, остается неясным. Специалисты предполагали, что возможными причинами могли быть стресс от переезда, нарушение сна, недиагностированные дефекты сердца и плохое питание. Тем не менее, ничего из этого не было доказано. Со временем было произведено много различных исследований, и картина начала хоть как-то проясняться. Все случаи смертей объединили под общим термином «синдром кошмарной смерти», который в наше время называют синдромом внезапной необъяснимой смерти. Именно его стали считать основной причиной таинственных смертей среди беженцев. Дополнительные исследования показали, что первопричиной, скорее всего, был синдром Бругада, который считается причиной примерно 20% смертей у пациентов со структурно нормальным сердцем. Как оказалось, данный синдром из поколения в поколение передавался в Юго-Восточной Азии. На Филиппинах он имеет название бангунгут, в переводе на русский это означает кошмар. В Таиланде он называется лай-тай, а в Японии – паккури. Свое название данный синдром получил от фамилии кардиолога, который обнаружил его в 1986 году. Открытие было сделано нидерландским кардиологом и электрофизиологом Педро Бругада. К нему экстренно обратился Андреа Вакечик, инженер из Польши. Его 3-летний сын Лех страдал от частой потери сознания. Отцу приходилось несколько раз откачивать его с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Таким же недугом страдала и дочь Вакечика Ева, которая умерла в возрасте 2 лет. Местные врачи в Польше не смогли помочь Андреа и посоветовали ему обратиться к Бругада, который на тот момент уже имел репутацию превосходного специалиста по аритмии по всей Европе. При первичном осмотре Лех казался абсолютно здоровым. Сердце мальчика тоже работало совершенно нормально, но на результате ЭКГ была выявлена неизвестная аномалия. Некоторое время спустя у мальчика остановилось сердце, но его успешно перезапустили с помощью дефибриллятора. Те же самые приступы были у его сестры Евы. Вскоре было проведено много различных тестов, по результатам которых не было обнаружено никаких дефектов в сердце ребенка. Рентгеновские снимки, эхокардиограмма и биопсия не выявили никаких нарушений. За те несколько недель, что мальчик провел в больнице, его сердце останавливалось еще несколько раз. Врачи заметили, что аритмия у Леха чаще всего начиналась во время сна. В течение следующих нескольких лет Бругада обнаружил еще 2 похожих случая. Он вместе со своим братом пришел к выводу, что это может быть особый клинический и электрокардиографический синдром. Вскоре он получил название синдром Бругада, и другие кардиологи доказали, что он и синдром внезапной необъяснимой смерти из Юго-Восточной Азии являются одним и тем же заболеванием. Несколько лет спустя ученые обнаружили, что у людей, больных этим недугом, присутствует мутация в гене SCN5A. Этот ген контролирует поступление натрия в клетки сердца и активирует их электрически. Именно мутация данного гена и является причиной всех этих внезапных смертей. Как только у пациентов появляются симптомы, чаще всего это внезапные и необъяснимые обмороки, вероятность их смерти в течение следующих 10 лет составляет около 50%. Синдром Бругада наиболее распространен в Юго-Восточной Азии. Мутации SCN5A обнаруживаются и при других синдромах внезапной смерти, включая внезапную младенческую смерть. Единственным эффективным средством лечения является имплантируемый дефибриллятор. Возвращаясь к хмонгам, многие из которых, скорее всего, умерли именно из-за этого недуга, стоит упомянуть, что у многих из них было посттравматическое стрессовое расстройство, вызванное тем, что большинство из них прошли через ужасы войны. Есть предположение, что многие годы стресса и пережитые хмонгами потрясения могли оказать значительное влияние на развитие заболевания.
Сюда стоит добавить, что большинство представителей этноса хмонгов того поколения были очень суеверными. Многие из них считали, что такими смертями во сне их наказывают духи предков за то, что они покинули родину. Есть предположение о том, что эти суеверия, учитывая их массовость, могли вызвать что-то наподобие эффекта плацебо, который также мог усилить уровень стресса среди беженцев-хмонгов и повлиять на развитие заболевания. Полностью до конца волна внезапных смертей во сне среди беженцев из Юго-Восточной Азии, особенно среди группы хмонгов, до сих пор не объяснена. Однако имеющиеся объяснения в общем и целом позволяют сделать логичные выводы об этом таинственном явлении. На этом видео подошло к концу. Подпишитесь на этот канал и на Telegram. Мы там довольно часто публикуем те материалы, которые по многим причинам не можем публиковать здесь. Еще там есть бэкстейджи со съемок и подготовки видео. Все ссылки в описании. Берегите себя и своих близких. До новых встреч и всего вам хорошего.